Нет, это другой горшок. Это другой. Какой... Не приставай к горшкам. Сёма, Сёма. Понятно, что без тебя видео снимать невозможно, но при этом ты ложись и все, не мешай, пожалуйста. Ложись. Добрый день, друзья! У нас на канале проходит эксперимент. Мы купили 5 уцененных орхидей и наращиваем им корни. И одну из орхидей мы смогли уже пересадить. Это видео вышло 30 января. Я сегодня не буду вам показывать все эти 5 орхидей, но у нас плейлист, все видео и все, что я вам рассказывала и показывала об этих орхидеях, собрано в этом плейлисте. Ссылочку обязательно оставлю в правом верхнем углу и под видео. Если вам интересно узнать всю историю, проходите, смотрите. А сегодня очередная пересадка очередной уцененной орхидеи. Если мы с вами пересаживали 30 января орхидею номер 4, прошло всего 2 недели. Какая динамика у этой орхидеи, сейчас вам покажу. Ну, во-первых, все корни остались раскукленными. Она продолжает расти. И первое, что у нее проклюнулось в новой посадке, от шеи пошел корешок. Маленький. Орхидея приняла посадку. Так и должно было случиться. Что происходит в горшке? В горшке тоже растущие корни. За это время поливала я эту орхидею всего 1 раз. И это было дней 5 назад. Я не опрыскивала верхние корни, хотя они вот здесь, видите, выше керамзита воздушные торчат. Только 1 раз полила. И я думаю, что пришло время пересадить нам с вами орхидею номер 3. Если 4-я орхидея росла в коре, то эта орхидея растет в очень влагоемком грунте из кокосовых чипсов. Но корни растут. Вот растущий корень. В горшке есть растущие корни. И она начала выпускать новый листик. Не такое огромное количество корней, как у этой орхидеи. Кстати, видео на пересадку я тоже оставлю ссылочку в правом верхнем углу экрана, подсказку. У этой орхидеи был полный горшок корней. Здесь намного меньше, но они растущие. Как говорят архаманы, раскукленные. Поэтому давайте пересаживать и эту орхидею. Важна не сама пересадка, а важно посмотреть, какие корни выросли в горшке. Снизу ничего не проросло в дырочке. Поэтому достаем аккуратно, нажимаем на горшок, чтобы корни легче вышли. И достаем орхидею из горшка. Грунт будет влажный, потому что по краю горшка я их все время поливаю, когда просыхают видимые корни и просыхает грунт. Но так как это очень влагоемкий грунт, верх просыхает быстрее, низ значительно дольше. Не хочет выходить. Давайте посмотрим, почему. Нет, здесь ее ничего не держит. Вот здесь есть корень, который
Уж очень хорошо прилип к горшку. Без потерь. Там не видно было, вот здесь сейчас вам покажу. Внизу тоже есть растущие корни. Убираем весь этот влагоемкий грунт, но так как он влажный, он будет сейчас хорошо отделяться от корней. И мы с вами увидим еще новые корешки. А может быть, в торфяном стакане увидим что-то и гнилое, что вполне может быть. А почему нет? Грунт-то влагоемкий, и торфяной стакан должен тоже вбирать в себя воду. Хотя мы стараемся поливать так, чтобы не задевать торфяной стакан. Но так как это очень влагоемкий грунт, и он распределяет влагу вот по всем этим кокосовым чипсам, обязательно задевается торфяной стакан, но не около шеи, а только внизу. Сюда вода не доходит, поэтому шея и не гниет. Убираем торфяной стакан. Что мы первое видим в торфяном стакане? Это белый корень. Белый корень – это тоже отличный корень у орхидеи, живой, здоровый. Просто он не видел света, поэтому он остался белым. Как только на него будут попадать через горшок солнечные лучи или искусственное освещение, он обязательно станет зеленым. А может, он останется внутри горшка, так и останется белым. Но это ему не помешает снабжать орхидею водой и питательными растворами. Такой грунт, особенно влажный, очень хорошо осыпается из горшка, а вот торфяной стакан придется по кусочкам убирать. Он тоже влажный, но в нем оказалось много корней. Поэтому на две половинки, как обычно, он не распался. А чтобы не поранить корни, достаю его маленькими кусочками. Вот здесь показался еще один белый корень. Вот смотрите, здесь он белый, а так как он дорос до края горшка, здесь он начинает зеленеть. Торфяной стакан я убрала весь, а здесь, не буду здесь нарушать корни, я всегда после того, как убираю грунт, промываю, единственный раз в жизни промываю орхидею под проточной водой. Как я это делаю, тоже оставлю ссылочку, посмотрите, потому что не каждый раз удобно делать съемку в кухне или в ванной комнате. Давайте я сейчас все корни промою и покажу вам, что из этого получилось. И будем подбирать горшок. Может быть, еще заметим какие-нибудь гнилые или сухие корни, обязательно их тоже уберем. После того, как я промыла орхидею, я рассматриваю корни. Я не могу сказать, что она хорошо отмылась. Очень много приросло кокосовых вот этих волокон к корням. Но я это никогда щеткой не отмываю. Сажаю вот с тем, что есть. От этого корня гнить не будут, если будет осуществляться правильный полив. О поливе сниму обязательно отдельное видео, где расскажу всякие разные нюансы. Но вот это все, вот эти вот маленькие ворсинки, волосинки не помешают корням и от этого не загнивает. Если у вас даже остались какие-то кусочки коры и после этого загнили корни, ищите другую причину. Это не от этих кусочков коры. Это скорее всего от того, что вы перелили орхидею. Есть корешок, на конце сухая часть.
сухую часть я отрезаю. И хочу обратить ваше внимание, что один из корней, он розовый. Вот это всегда такая ласточка, что это может быть фузариоз, а может быть и нет. Вот сейчас я никаких мер по устранению фузариоза применять не буду. Я даже не знаю, что это за орхидея, каким она цветом цвела. Это же уценка. Единственное, что я вам могу показать, то, что у нее и листик новый растет с таким же фиолетовым оттенком. Вполне возможно, что у нее и фиолетовые цветы. И край листа с внутренней стороны тоже с темно-бордовой окантовкой. Поэтому оставлю все как есть, но на всякий случай вот на этой бирочке я поставлю, например, плюс. Это будет для меня означать, что за этой орхидеей нужно более внимательно наблюдать. Все, что возможно еще очистить, что легко очищается, я, конечно, убираю. Все остальное оставляю так, как есть. Так, где-то видела еще один гнилой корешок. Вот этот тяж нам не понадобится. Кстати, он находится на гнилом корешке. Поэтому убираем этот кусочек. Еще один маленький кусочек. Похоже очень на мультифлору, потому что вот здесь цветонос, он маленький. Да, вот этот лист я хочу убрать. Он начал желтеть, желтит он правильно. Я его убираю. Просто мне он в посадке помешает, корни растут уже выше этого листа. Придется его заглублять, а он там быстро сгниет, а это нам не нужно. Есть на канале видео, где я говорю о желтых листьях. Пятый раз сегодня говорю, оставлю ссылочку. Если вам интересно, проходите, смотрите. И на шее, если есть старые листики или остатки торфяного стакана, вот это нужно тщательно все убрать, потому что это все способствует гниению. А если шея чистая, то ничего убирать не надо. Ну, здесь почти все чисто. Надо только еще внимательно посмотреть, есть ли какие-нибудь маленькие гнилые корешки. До живого не дорезаю, поэтому обрабатывать ничем не буду. Вот такое количество корней. Смотрите, внутри горшка даже больше росло корней, вот этих белых, чем снаружи. Хотя вот хорошие тоже есть корни. От шеи она раз, два, три. Этот я корень сама случайно задела и обломила. И вот еще 2 корня от шеи. То есть 5 корней нарастила очень хороших. Горшок мы всегда подбираем по размеру корней. Думаю, что 1,6 ей вполне подойдет. Видите, орхидея находится сейчас почти вровень с горшком. Но я люблю посадить, и в прошлый раз вам объясняла, чуть глубже орхидею. Поэтому орхидею держу на месте, а горшок поворачиваю по часовой стрелке, против часовой стрелки. И орхидея садится глубже в горшке. После этого я засыпаю горшок полностью керамзитом. О керамзите тоже будет специальное видео. Расскажу, почему я сажаю только в керамзит, как обработать керамзит перед посадкой, вернее, как я обрабатываю керамзит перед посадкой. Можно ли использовать еще один раз керамзит. В общем, о керамзите ждите, тоже будет интересное видео. Давайте засыпать. Это действие очень простое. Чистый влажный керамзит насыпаю в горшок. Ну вот и вся посадка.
Корни в горшке очень хорошо видно. С поливом будем ориентироваться по корням. Буквально следующее видео будет о поливе. Я подробно расскажу, чем отличаются поливы, какие есть нюансы и хитрости в поливах. И обязательно расскажу, как я поливаю свои орхидеи в керамзите. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.